Доброе утро, друзья мои! Из Севастополя я перебрался в Балаклаву. За моей спиной находится Балаклавская бухта. И именно здесь начинается мой одиночный, пеший, зимний поход по Большой Крымской тропе протяженностью 560 километров. А это, на секундочку, 1/3 всего пути от Москвы до Крыма. Нас с вами ждет впереди борьба со стихией, ночевка в палатке, поиск еды, готовка на горелке, наблюдение за звездным небом и удивительной природы Крыма. Поэтому, если вы еще не подписаны на канал, сделайте это прямо сейчас и пройдем это увлекательное путешествие вместе. Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Пока тропинка идет несколькими ярусами, вот так вот, друзья мои, я выгляжу в полной боевой выкладке с 2 рюкзаками, общий вес которых приближается, наверное, к 35-40 килограммам. Вроде взял всего по минимуму, а набралось все равно очень много. Иду вдоль Балаклавской бухты и ищу выход на тропу, которая начнет подъем в гору, наверное. И первый этап тропы пойдет вдоль моря, а потом уже я буду уходить все выше и выше в горы, и в итоге поднимусь на Ипетри. Ну вот, друзья мои, мы с вами преодолеваем первые метры Большой Крымской тропы. Не знаю, как вас, а меня переполняют радостные чувства от предвкушения новых приключений, красивой природы, общения с новыми людьми. Вот, ой, на тропке чуть не рухнул, киска залипает. Наслаждается, наверное, видами старинной генуэзской крепости Чимбала, которая находится по правую руку от меня. Заходить не собираюсь, но полюбоваться на ее мощные крепостные стены и сторожевые башни можно отсюда с тропы. Я все-таки решил подняться к руинам крепости Чимбала. Сил затратил просто уйму, весь сырой и запыхавшийся, но оно того стоило. Виды отсюда открываются потрясающие. Справа открывается панорама на открытое Черное море и высокий скалистый берег. А сквозь облака пробивается совершенно волшебный свет солнышка и падает на гладь моря белыми пятнами. Красота! А уже слева от крепости мы видим шикарнейшую панораму на всю Балаклавскую бухту, которая открывается с вершины как на ладони. Ну вот, друзья, мы, собственно, с вами оказались во внутреннем дворе крепости. Но, к сожалению, единственная более-менее сохранившаяся укреп-башня находится на стадии реставрации, и посмотреть ее не получится. Но, с другой стороны, раз так получилось, что свое путешествие по тропе я начинаю с крепости Чимбала, а направляюсь в Керчь, то там есть
А напротив, хорошо сохранившаяся крепость Еникале. И, собственно, внутри ее стен и можно будет закончить мой маршрут. Получится весьма символично. Только что где-то на холме грянул выстрел. И будем считать, что это салют в честь начала нашего с вами путешествия. Вперед, друзья! Наш подъем продолжается. Крепость Чимбала осталась по правую сторону. И нам открывается вход в Балаклавскую бухту. Ну, а мы двигаемся дальше вдоль южного побережья Крыма. Пока тропинка идет несколькими ярусами, можно идти вот как я сейчас, практически над самым морем, а можно более высокой тропой. Вот так вот. Рюкзак тяжеленный. Спрыгнул с полочки всего лишь полметровый, и ноги не выдержали. Надо быть крайне аккуратным, потому что в данном случае я приземлился на тропку. Ну, а если бы впереди был обрыв, летел бы я вниз, как птица без крыльев. Фух. Так, ну ладно. Освоюсь пока первые шаги, так сказать, притираюсь к тропке. Ух ты! Ну вот, собственно, уже и обрыв совсем-совсем рядышком. И вот отсюда уже урываться вниз никак нельзя. Это будет край. Вот встретился указатель, на котором обозначена тропинка на пляже вниз и вверх на гору Аксети и Ласпинский перевал. Мне вверх. Пульс 160. Высота 200 метров над уровнем моря. Полет нормальный. Продолжаем карабкаться вверх. Друзья мои, только посмотрите, какой простор открывается за моей спиной. Это противоположная сторона от моря. И там находятся виноградники. И где-то там Севастополь. Друзья мои, вы только посмотрите, какая красота открывается за моей спиной. Это противоположная сторона от Черного моря. И там раскинулась широченная долина с виноградниками, а за ней где-то далеко находится Севастополь. Я нахожусь в окружении душистых трав, и здесь насыщенно пахнет полынью. Класс! Надеюсь, вы вместе со мной, так же как я, дышите сейчас полной грудью и наслаждаетесь природой. Я так, по крайней мере, точно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Фу, не знаю, как вы, ребзя, а я порядком подустал. Мы с вами прошагали уже без малого 6 километров, и все это вверх в горку. Остановился минут 5 отдохнуть, скинул рюкзаки, чтобы спина немножко пришла в себя. И подо мной находится узкое ущелье, которое заканчивается Серебряным пляжем. Ну, а наш с вами путь лежит вот на ту высокую скалу, где находится так называемая бочка смерти. Дойду, поведаю, что это такое. Видон, надо сказать, бомбический. И тут, кстати, ребзя гоняют на эндуро байках и на великах. Двухподвесы такие серьезные у пацанов.
Есть где разгуляться с активными видами спорта. Посмотрите, какая вокруг красота. Просто божественный вид. Можно сидеть и часами залипать. Глаз не упирается никуда. Простор, голубая даль. Класс. Судя по всему, друзья, мы с вами поднялись на Балаклава-Ласпинский перевал на горе Асксети, о чем свидетельствует вот этот информационный щит. И здесь располагается Южный форт, незавершенный комплекс военных фортификационных сооружений. Вот, собственно, друзья, я оказался внутри этой самой бочки смерти, так называемой. Я так понимаю, что это ДОТ, откуда велся обстрел прибрежной территории. Итак, друзья мои, нас с вами можно поздравить. Мы взяли первый перевал на нашей большой крымской тропе. На вершине перевала располагается укрепрайон и, соответственно, шикарный панорамный вид на окрестности. Фу. Дальше пойдет спуск, и это не может не радовать. На северной части склона сохранились остатки укрепсооружений. Сейчас пройдемся, немножечко посмотрим, что здесь есть. Ну, собственно, есть здесь остатки стен и какие-то внутренние помещения. Но это, скорее всего, ДОТ или бойница. Ой, что-то тут такое. О, темнотища. О, гермодверь. Ну да, ДОТ. Вот, кстати, выпещрена, скорее всего, пулями стена. Так, с вами двигаемся дальше. По большому счету ничего такого прям не сохранилось интересного. Но виды, конечно, бомбические. Так, друзья мои, а между тем нам с вами пора начинать спуск с перевала и поиск подходящего места для установки палатки. Время сейчас 14:42. Через часик уже начнет смеркаться. И желательно к этому времени определиться с местом, поставить палатку и начать готовить ужин. На спуске тут так называемая сыпуха. По ней очень довольно
тяжело идти с рюкзаками, потому что в любой момент может нога поехать и можно урваться. Надо быть очень аккуратным. Фу, о, как сейчас, например, ноги едут. Ладно, сейчас обратимся к картам, определимся со спуском и пойдем дальше. Итак, друзья мои, мы с вами спустились с горы. И здесь классическая, как в сказке, развилка 3 дорог. Нам, по идее, с вами нужно идти направо, к Ласпинскому перевалу и роднику. Но я сперва схожу налево. Для этого понадобится еще раз подняться в гору, но оно того стоит. Там располагается военный объект под кодовым названием «Сотка». Это бывшая ракетная часть, прикрывающая Черноморское побережье. Вот, объект очень атмосферный, я там уже был, и обязательно стоит его посетить. Ну, а после уже вернусь на тропу. Сейчас стоит определиться, сейчас ли идти к объекту, либо, может быть, заночевать, а подняться к нему утром. Вот, собственно, здесь ребята нагоняют на эндуро. Друзья мои, как вы помните, мы с вами решили идти на заброшенный военный объект «Сотка». Но до заката осталось всего лишь 1 час. И по пути я нашел просто шикарнейшее место для ночлега. Это высоченная полка прямо над морем, окруженная сосновым подлеском. И здесь я просто жажду провести ночь и полюбоваться прекрасными видами. Ну, плюс к этому не мешало бы перекусить, потому что сегодня я ничего не ел, а сил затратил порядочно. А вот завтра с утра мы встанем пораньше и отправимся к объекту. Частенько меня спрашивают, как организовывается быт и питание в походе. Все очень просто. У меня есть газовая горелка по типу Jetboil, только китайская. В данном случае я себе запариваю доширачок и с сырокопченой колбасой и с хлебом. Это будет мой обед. О, пища богов! Так, пока запаривается дошик, сделаем парочку бутербродов с колбасой. Сегодня в меню у нас сырокопченая колбаса Преображенская, Черкизово. Посмотрим. Опа! Вполне съедобно, судя по запаху. Ну что ж, друзья мои, тем, кто смотрит это видео и кушает, приятного аппетита. И давайте закусим с видом на Черное море. Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу наш с вами первый ходовой день. Сегодня мы не ставили никаких рекордов, а шли просто в удовольствие и втягивались в тропу. Я уже установил домик и готовлюсь отходить ко сну. Солнышко уже зашло за горизонт, а значит, пора отдыхать. До завтра!
Доброе утро, друзья мои! Доброе утро, Крым! Сегодня ночью над скалами завывал ветер, но с утра вышло яркое солнце. Сейчас в районе 9 часов, а по ощущениям температура где-то около 15 градусов. Просто балдеж! День обещает быть просто феноменальным, поэтому не будем терять ни минуты. Быстренько завтракаем, собираем лагерь и отправляемся дальше в горы. Мы верим, что не свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Что ж, легкий завтрак уже готов. На завтрак у меня овсяная каша с клубникой, бутерброд с сыром и конфетки с чаем. Интересно, что дома я совсем не завтракаю, а вот в походах всегда. И очень настоятельно рекомендую завтрак в походе иметь плотный. А обед можно обойтись перекусом, и ужин тоже полноценный. Таким образом, будут силы на долгий ходовой день. Приятного всем аппетита! Клубничка. То, что надо с утра. А самое потрясающее, если завтрак происходит с видом на море, да еще в солнечную жаркую погоду. Ну что ж, вот я и снялся с лагеря. Мои тяжеленные рюкзачки оседлали своего носильщика. И мы продолжаем свой подъем к объекту Сотка. Вы, наверное, думаете, что я вам завидую, потому что вы сидите в удобной квартире, на диванчике, не ползете через силу в горы, но нет. Я завидую себе, потому что я иду по Крымской тропе, вокруг меня потрясающие по красоте пейзажи. Впереди меня ждут разные приключения, поэтому я счастлив. Самое интересное, что перед выходом на маршрут я отправил все свои легкие вещи по почте домой и оставил только очень теплые. И вот сейчас вот иду, обливаюсь потом под жарким солнцем и думаю, правильно ли я сделал. Погода преподнесла сюрприз. По такой погоде тут можно запросто идти в майке и шортах и легких кроссовочках. А на мне плотные брюки, зимние ботинки, штормовая куртка, теплая флиска, термобелье. Все это в рюкзаке. Фух. Надеюсь, оно мне все-таки дальше пригодится. И зима вступит в свои законные права. А может и нет. Тогда я останусь в вечном лете. Переберусь в Сочи. К этому моменту там уже наступит весна. И зимы я таким образом не застану. Посмотрим. А сейчас продолжаем свой путь вверх. Наш искомый объект Сотка находится, по-моему, вот на вершине той горы. Так, а тем временем гравийная дорога уперлась в некогда бывший шлагбаум армейский. Дальше начинается уже асфальтированная дорога, что нам с вами как бы намекает, что мы на правильном пути. И бывшая военная часть находится где-то рядом. Так, а вот нас уже встречают остатки забора и здания бывшего КПП, либо какой-то другой технической постройки. На здании написано «Вход запрещен». Так, ну давайте посмотрим, заглянем, что тут у нас есть.
здесь у нас, конечно, мусорка. Стой, кто идет. Так, ну мусорка нам не интересна, поэтому быстренько проходим дальше. Впереди еще одна будка технозначения. Или же это. Ну, какие-то технические помещения. Ответственный за пожарную безопасность Иванов Иван Иванович. Так. О. Кафелем отделано. Ну, в общем, конечно, здесь полный абандончик. Заходить внутрь я не буду, не имеет смысла. Там ничего, кроме обломков кирпича, не осталось. Идем дальше. Снова на нашем пути небольшая построечка. А пока мы с вами идем по территории бывшей военной базы, справа от нас идет ущелье или каньончик с видом на море. Так, двигаемся дальше, и на пути нам предстает более крупное здание, чем первые два. Давайте зайдем, посмотрим, что у нас там внутри. Опа! Ну, конечно же, полный разгром. Так, ну эта комната, судя по вот этим вот бетонным закладным, содержала когда-то либо дизель-генератор, либо что-то подобное. Ну, здесь у нас полный абандончик. Закладные под, судя по всему, электрооборудование. Стояли шкафчики, рубильнички. Наверное, это электрощитовая, либо электропостанция с дизель-генератором, собственно. Так. Ну, а, собственно, впереди возникает основной комплекс зданий, которые нам и интересны более всего. Вот это вот, по-моему, второстепенный вход в сам объект, поскольку я здесь уже был и примерно помню. А вот это вот основной, центральный. Объект под кодовым номером 100 – это бывший дивизион ракетных войск средней или малой дальности. Собственно, они стояли, эти ракеты, на вооружении и охраняли акваторию акваторию Черного моря. Соответственно, дальность полета у них была, ну, если мне память не изменяет, пару тысяч километров. Ну, или до 4, где-то так. Вот. Точной информации я не помню. Сейчас интернета нет. При монтаже я загуглю и пущу за кадром текстом. Ну что ж, давайте отправимся внутрь. Так, ну что ж, вы готовы? Тогда вперед! Конечно же, не помешало бы иметь какой-нибудь свет, но, к сожалению, таскать с собой фонарь — это роскошь. Так, ну что ж, здесь нас встречает огромная гермодверь. Здесь, ребята, полная тьма.
я вообще ничего не вижу с этим налобным фонариком ничтожным. Это, конечно, трындец. Сзади пробивается лучик света, а мы идем вперед. Здесь у нас вторая гермодверь. Сделано все, конечно, было на славу. Вот здесь вот под ногами у нас поворотный круг, где разворачивались вагонетки, которые, собственно, подвозили ракеты, или боеголовки, либо что-то такое. Здесь у нас находятся двойные пути, по которым подавались ракеты к пусковой шахте, которая находится впереди. Но, к сожалению, без света мало что вам могу показать. Ничего с этим не поделаешь. Света здесь надо много. Вот, собственно. Оп. Так это все выглядит. Так, придется, наверное, спуститься. Я там по кромке не обойду. Тут все, конечно, раздолблено в пух и прах. Опа. Но пройти, в общем-то, можно. И вот мы с вами попадаем, собственно, в ракетную шахту. Класс. Вот над нами располагалась сдвижная металлическая крыша, которая во время пуска сдвигалась в сторону и освобождала путь для ракет. Ну что ж, давайте посмотрим быстренько, что у нас здесь есть вокруг. Ну, там у нас всякие технические помещения без света. Без света, к сожалению, там делать нечего. Просто ничего мы с вами не увидим. Обойдем, давайте по кругу вот эту вот пусковую шахту. Да. Конечно, масштабно все выглядит. Значок радиации тут самопальный. О, помещенница с каким-то люком. Да. Туда можно было слезть, судя по скобам. Так, двигаемся дальше. С рюкзаками, конечно, не очень удобно здесь. Да, там, конечно, кислотный бассейник. Здесь у нас что? Здесь у нас... Ну, здесь у нас тоже закладная под постамент бетонный под оборудование. И люк вниз. Возможно, здесь стоял также дизель-генератор, а там емкость с топливом. Ну, или что-то другое. Везде всякие... Здесь всякие технологические отверстия в полу, закладные под кабеля и прочее, прочее, прочее. Еще одна. Еще один колодец. Ну и, собственно, еще один колодец, маленькое помещение. А здесь наоборот. Есть лаз вверх, там какое-то помещение, лестница спилена. Так, ну что,
Забыл при входе сказать, что, собственно, весь объект выдолблен внутри скалы и мог, наверное, выдержать попадание прямой ядерной ракеты. Ну, может быть, не мог, но сделано все просто на совесть. Ну и напоследок оцените гермозатворы, сантиметров 20 шириной стальная дверь. И их тут находилось две друг за другом. Мощь. Ну что ж, друзья, вот мы с вами хоть и бегло, но посмотрели объект «Сотка». Более детально провести осмотр без света не получится. Но по большому счету самое интересное мы увидели. Это пусковую ракетную шахту. Остальное там просто маленькие закутки, технические помещения. И ничего такого сверхъестественного нет. Ну, а у нас осталось еще одно дело для полноты картины. Это подняться на склон холма, чтобы увидеть эту же пусковую шахту, но уже сверху с улицы. Надо сейчас попробовать найти тропинку, которая ведет к гермолюку. Ну, я поднялся на холм и обнаружил то, что искал. Вот она, пусковая шахта сверху. Ух, класс! Вот только что мы там с вами внизу были, а сейчас уже поднялись наверх. Вот в этой точке миссию можно считать выполненной. Тем, кто смотрит это видео, обязательно ставьте лайк за объект «Сотка», подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и делитесь этим видео с друзьями. Впереди у нас с вами еще будет много-много всего интересного. Ну вот, от объекта «Сотка» мы с вами спустились вновь к указателю и к развилке. И продолжаем свой путь по Большой Крымской тропе. Путь наш лежит вниз. Там где-то должен быть родник, где нужно пополнить воды, запас. И двигаемся дальше. Берегите природу, мать вашу. Солнышко печет, как летом. И был бы я сейчас где-нибудь вблизи пляжа, обязательно бы зашел и искупался. Но надо двигаться дальше и первым делом найти родник, пообедать и пополнить запасы воды. Быть может, если вечерняя стоянка будет получаться на пляже, то тогда можно будет окунуться. Вода, конечно, будет очень холодной, но вполне себе смогу позволить. Тем более после жаркого, трудного ходового дня. Это будет просто райское наслаждение. Ну, а моя тропа идет над морем. Вокруг меня кустарники и лес. Щебечут птички. И я наслаждаюсь тишиной и окружающими видами. Блаженство, друзья мои, блаженство. А вы там, наверное, где-то
Сидите в своих городах, где снег, да? Ладно, на самом деле вы же смотрите это видео, поэтому идете вместе со мной. И так же, как и я, наслаждаетесь всеми этими красотами. Продолжайте двигаться вместе со мной. Впереди нас ждет много интересного. Жаль, друзья, что камера не может передавать запахи. Когда проходишь вдоль сосен или елок, нагретая на солнце смола испускает божественный аромат. Такой терпкий, насыщенный. Вообще здорово. Когда уезжал, не мог себе представить, что в декабре будет такая шикарная погода. Спасибо, Крым, за то, что даришь такие положительные эмоции. Вы только посмотрите на эту божественную красоту. Подо мной каменный распадок, вокруг ковер из сосен и потрясающее голубое Черное море, озаряемое солнышком. Вид на миллион. И все это только мое. Здесь никого абсолютно нет. Я совершенно один и наслаждаюсь этой сказкой. Вообще, я приятно удивлен, что на маршруте установлены вот такие вот маркировочные столбики, где указаны основные точки маршрута. Влево и вверх село Оборонное, прямо и вниз Разника перевал. Нам вниз. Дорога вошла в сосновый лес и стала очень узкой. Ох, не съехать бы здесь на заднице. Встречаются крутоватые довольно склончики. Учитывая, что на них осыпуха, а нога может запросто проехать. Как же здорово, что я решил пойти по этой тропке. Хотя, конечно, дома были сомнения, что все-таки зима, холодно, долго, сложно. Но сомнения прочь и вперед. Только вперед. Вообще, когда не знаешь, что делать, всегда делаешь шаг вперед. Чтобы не жалеть о том, что хотел и не сделал. Тропа сама возникнет под ногами идущего и приведет в правильное место. Я так считаю. Поэтому, друзья, мы с вами точно на правильном пути. Не забывай ставить лайк этому видео, подписываться на канал, если не подписан, делиться видео с друзьями, и будет тебе счастье. Очередной указатель, который гласит нам, что до родника 1,7 километров и примерно 45 минут в пути. А я уже довольно сильно выбился из сил. Дорога после объекта сотки все время идет вверх, и с рюкзаками тяжеловато. Надо, пожалуй, минут 5-10 все-таки посидеть, отдохнуть и чуть-чуть попить воды. Правда, воды у меня не осталось совсем, и если родника на месте не окажется, то мне нечего будет пить, и тем более уж не на чем будет готовить еду. И я здесь погибну. Если что, считайте меня коммунистом. Отдых. Друзья, вы только посмотрите, какие потрясающие по красоте пейзажи нас с вами окружают. Я сейчас стою на небольшом скальном уступе, возвышающемся над морем на 250 метров. И это позволяет нам с вами любоваться потрясающей, завораживающей панорамой Черного моря и окружающих нас горных хребтов.
Однако вечереет. Солнце близится к закату, а до ключика я так еще и не дошел. Надеюсь, что он уже будет довольно скоро. Перекус обеденный я уже пропустил, так что буду сразу обедать. Судя по всему, придется встать недалеко от ключа, чтобы завтра с утра сразу пополнить запасы воды и двинуться уже с полными флягами. Друзья, я слышу журчание. И да, вот он, родник. Сейчас будем набирать водичку. Тут, кстати, кошара отдыхает. Да, кошара? Подустал, отдыхаешь? Эх ты, рыжий. Ладно, давай водичку набирать. У меня есть вопрос. Можно ли эту воду пить не кипяченой? Потому что газа у меня очень мало, и кипятить в дороге, чтобы просто попить, возможности никакой нет. Могу только делать горячий завтрак и горячий ужин, и все. Ну что ж, за неимением лучшего, как говорится, довольствуйся и этим. Сейчас выпил уже остатки воды покупной, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. И дальше уже пойду по тропе искать хорошее место для стоянки, где поставлю лагерь и уже приготовлю горячий ужин. Так, друзья мои, ну вот мы с вами набрали водички. И сейчас я попробую спуститься вниз к морю. Там есть несколько пляжей, Командорский, Инжир, вроде как показано на карте. И вот я встретил сейчас мужичка, он то же самое мне подтвердил. Он как раз поднялся с этих пляжей и сказал, что там никого сейчас нет. И это нам с вами подходит. Поставим там палатку, если место подходящее будет. А завтра с утра поднимемся, пополним опять воды и уже вернемся на тропу, которая пойдет уже вверх на перевал. Блин, ребята, не знаю, тропку я, наверное, нашел неправильную, но это просто жесть. Ты среди колючки. Приходится пробираться, уже все руки ободрал в кровь. Да, капздец. Надеюсь, я все-таки спущусь вниз, потому что иначе я наверх уже просто никогда не поднимусь по этой тропе. Скачу просто как горный сайгак. Блин, я не знаю, это похоже даже не тропа, а место схода горной сели и ручья во время дождя. Тут просто капец. Назад я уже не выберусь, так что надо идти до конца. Надеюсь, просто там не будет обрыва. Море уже совсем рядом, но я полностью уже забил колени на спуске, и они просто уже трясутся и не могут ровно стоять. Надо собрать волю кулак и дойти. Вот, друзья мои, я уже чувствую запах моря, соленого, освежающего. Фух. Сейчас, наверное, если дойду, кину вещи и буду купаться 100 пудов. Ну что ж, друзья, мы с вами сделали это. Мы на берегу Черного моря. И нас ждет потрясающий закат и купание прямо сейчас. Ну что, кто не трус, айда со мной купаться. Не знаю, градусов 10, 7, 5. Раз, два, три. Ноги свело. Мы сделали это. Мне не холодно, мне не холодно. Мне жарко. Друзья, обязательно поставьте лайк этому видео. Я проделал такой сложный путь и искупался в ледяном Черном море 14 декабря зимой. Это заслуживает лайка, репоста и комментария. Напишите, купались ли вы зимой в Черном море. Искупаться в холодном Черном море зимой после горячего Тихого Индийского океана — это, конечно, дорогого стоит.
Но из таких контрастов и состоит жизнь. И это здорово. Сегодня тебе жарко, завтра холодно. И ты чувствуешь полной грудью, что жив. Путешествуйте, друзья, это того стоит. Оказывается, над небольшим уступом возле моря располагается палаточный лагерь. Ну, или по-простому кемпинг. И называется он, друзья мои, Камень Жопа. Не знаю почему. Ну понятно почему. Вот, собственно, этот Камень Жопа и есть. Видите? Характерный разрез между булками. У нас между тем вечереет, и надо быстренько готовить лагерь ко сну. Ну, потрачу, пожалуй, еще несколько минуточек, чтобы сделать некий обзор. Что у нас здесь есть? Вот здесь есть у нас специальные помосты для палаток, чтобы был горизонтальный уровень. Беседки со столиками, чтобы можно было покушать целой компанией. Ну и вообще такая рельефная территория с раскидистыми соснами. Очень классно, очень уютно. И вот такой вот шикарный постамент, полочка, балкончик, с которого можно полюбоваться видами бухты. Ох, вы только на это посмотрите. Какой шикардос! Доброе утро, друзья! Как вы помните, вчера у нас с вами случилась полная жопа, как в прямом, так и в переносном смысле. В прямом это вот эта вот скала в виде задницы, а в переносном это адский спуск с горы вниз порядка 300 метров. И сейчас предстоит не менее адский подъем. Вчера уже затемно ко мне на стояночку пришла Нелли. Вот она собирает свой рюкзак. Пришла не одна, а вот с этим вот пухлым, толстым котейкой. И вот такой троицей мы, собственно, и ночевали на этой стояночке Каменная Жопа. Сейчас уже собрали свой лагерь и выдвигаемся в путь. Мы верим, что не свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Начали с Нелли подниматься по склону, прошли метров 30, и посетила мысль, что ну и нафиг эти походы, надо сидеть дома на мягком диване, пить чай с малиновым вареньем, а не ломиться я как козлы по горам. Что, купились? Ха! Шутка, конечно же. Конечно, оно того стоит, и мы будем ломиться. А вы там сидите на своих диванчиках за нас. А мы не сдадимся никогда. Будем ползти, карабкаться, вгрызаться в склоны, в камни. Потому что это круто. Потому что это и есть настоящая жизнь. Вот так вот. Да? Да. Ну скажи, Нелли, о себе пару слов. Кстати, Нелли у нас идет скромненько, но на самом деле она кандидат в мастера спорта по горному туризму, в отличие от меня. Боже мой. Вот так-то вот. Зато Артем идет быстрее. Я как тебя не толкай. Это счастье искупаться утром в море. Да, Нелли, кстати, с утра еще и искупалась.
А я ограничился только вечерней купалкой. Вода приятно обжигает. С утра не пошел. Но ничего, еще море будет на пути. Еще искупаемся. Сейчас надо раздеться, уже жарко, и продолжим свой путь. Балаклава, Инжир, до свидания. До встречи. Пока, пляж Инжир. Пока, Балаклава. Идем дальше. Где-то примерно на середине тропы подхватили траверс, и здесь идется чутка полегче, чем по руслу горного ручья. По крайней мере, нет колючек, нет такой сильной осыпухи, и угол уклона чуточку поменьше, чем там, так что есть шанс на победу, но устали все равно порядочно. Что скажешь, Нель, устали мы? Так, нормально. Ну вот те раз я тут говорю, значит, что я устал, да не могу. Она говорит, нормально. Ну, КМС, друзья, КМС. Ладно, идем дальше. Итак, друзья, весточки с полей. Поднявшись с пляжа, где мы ночевали, к родничку набрали воды, немножко поплутали. Сперва пошли не по той тропе, но потом подсекли все-таки правильную. И уже вот двигаемся в нужном направлении. Тропа идет лесом и подходит к совершенно отвесной высокой скале. И, честно говоря, мало верится, что вдоль нее есть хоть какая-то тропка. Но GPS-карты ее уверенно рисуют. Так что будем посмотреть. Подъем весьма крут, поэтому пыхтим как два паровоза, да, Нель? Пыхтишь? Я уже почти я пыхчу, потому что 5 кило воды несу. Где это видел? Ну, реально, О, да, все. Уже признается честно, что тяжело, несмотря на регалии. Так, что у нас здесь вот? Вот он, указатель очередной. Ласминский перевал 11,5 километров, 5 часов хода. И там же смотровая площадка «Затерянный мир». Вот нам туда. Ну что? Дойдем? оставалось, куда деваться. Мечта с прошлого года. Вот. А мечты должны сбываться, друзья мои, поэтому зайдем. Дойдем. Ну что, друзья мои, шли мы, шли. Уверенно в горку. И что называется, пришли. Смотрите, что тут. Тут просто обрыв и все. Ну что, тут нужна просто снаряга и все. А, смотри сюда. Вот. Да, я нагоняю этого, как сказать, ужаса. Да, я развел. Я видел эту штуку и специально решил протроллить. Да, ё-моё. Вот я свою спутницу Нелю решил протроллить маленько. Увидел, что на скале немножко слева есть скобы и перила провешены, можно подняться. Ну, подвел ее к обрыву и говорю, что все. Я расстроилась. Подумала, что... Не, ну слушай, здесь тоже не детский, я тебе хочу сказать, с нашими рюкзаками подъем-то. Шанс-то урваться все равно есть. Слушай, как ты цепляешь вот этот вот так? Ага. А что я как дурочка хожу? Не знаю. Может... О! Ну что, давай, лезь, а я поснимаю. О, боже мой. Ой. Говорила мне мама. Ну, сиди дома, не лази по горам, вари борщ. Ё-моё. Так. Вот, мы маму не слушаем. Ну что там, нормально? Ну что, ребят, я тоже свой подъем начинаю, но, честно говоря, с камерой здесь очень опасно, потому что, ну, там вот реально обрыв и все. Если нога соскользнет, по всем правилам при подъеме нельзя держаться одной рукой, нужно всегда иметь, ну, все точки опоры возможные. То есть 3 точки опоры, когда ты переносишь одну ногу или только одну руку. Вот, а у меня так не получится, если я буду снимать, поэтому уж извините. О! Это просто трындец, конечно. Ладно, все. Вырубаю камеру и ползу вон туда вверх. Неля уже поднялась. Встретимся наверху. Так, ну и как всегда, упертому скалолазу
в вознаграждение это прекрасный вид со скал. Посмотрите, просто обалденный вид с высоты птичьего полета. Да, вот там вот где камешки на побережье, там была наша ночевка, пляж Инжир. Вот она. Вот там вот. В центре кадра как раз у нас и был наш палаточный лагерь. Так, значит, продолжаем наш траверс вдоль скалы. И вышли на небольшое окошечко, смотровая площадочка. И вот, собственно, можно видеть вход в Балаклавскую бухту и перед ней на скале крепость Чимбала. Собственно, начало маршрута моего. Отсюда кажется, что вроде недалеко, а тем не менее 2 полных ходовых дня понадобилось, чтобы дойти до этой точки. Набор высоты к этому моменту у нас составил 362 метра относительно уровня моря. Ну, то есть вот мы от моря шли от нашей стоянки и дошли вот до этой точки с набором высоты 362 метра. Да, ну и кусочек, да, был скального подъемчика с перилами. Почувствовали себя на секунд 20 еще и альпинисты. Фух, ну что ж, 5-минутная остановочка у прекрасного вида. И двигаемся дальше. Так, друзья, мы снова с вами поиграем чуть-чуть в альпинистов. Уперлись опять в скалку, где провешены перила и скобы. Здесь довольно опасный участочек, крутой каменный склон. И, собственно, если нога поедет, то гарантированно в этот кулуарчик и улетаешь со свистом. Поэтому провешена страховочка. На тропке подъемы сменяются спусками, но в целом общий вектор, конечно, тропы идет вверх. Собственно, я так понимаю, до Ласминского перевала, да? Мы должны высоту набирать, получается, да? И только после перевала, по логике, она пойдет вниз. Логично же? То есть, в целом у нас сейчас, хоть и попадаются спуски, но в целом идет все-таки набор высоты в абсолюте. Ну, посмотрим, сколько будет перевал. Ощущение метров 500, он не очень высокий все-таки. Ну, даже на те же 500 с этими рюкзаками. Пойди взберись. Знаете что, друзья, мы вот идем с Нелли и прикалываемся. Тут, ну, через каждые, там, допустим, там 300 метров, 200, может быть, попадаются столбики. И километраж, и время прохождения маршрута не меняются. Вот мы как вот вышли от родника, было 5 часов там с половиной хода. Так вот они и остаются. Идем, 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 а время не уменьшается. Как будто застряли во времени. Продолжаем рубиться на тропе. Все выше и выше и выше. И вот увидели интересную скалку, выпещренную, скорее всего, либо ветрами, либо дождями. Глиняная порода. Интересные такие получились гроты. Посмотрите, друзья, как солнечный свет, проходя вот через скалу, рассеивается и опускается на склон горы, вот на зеленуху. И получается такое как бы подобие тумана, дымки. И все это опускается на бирюзовую гладь моря. А вот прямо по курсу торчит скала в виде такого акульего зуба, здоровая. Красота! И над этим всем на вершине парим мы. Нель, чувствуешь себя горной козой, скача по тропе? Да. Сегодня второй
Классный день, жаркий, теплый. Солнце прям ласкает своими теплыми лучами нас. Мы купаемся в его тепле и идем по нашей тропе. О! Виды, конечно, бомбические. Прям глаз не оторвать. Жалко, что надо смотреть под ноги, чтобы никуда не урваться и все-таки отводить глаза от окружающей красоты. Тропкой и, соответственно, нами нависают огромные скальные бастионы. Иногда вот приходится проходить вот, словно через арки из раскидистых сосен. В общем, дикая природа. Мы заходим в затерянный мир. Да, заходим, и главное нам не потеряться в этом мире, чтобы не были еще потерянными мы. Откроем за собой дверку. Половина дня подошло к концу, и голод берет свое, поэтому нужен хоть какой-то перекус, чтобы восполнить чуть-чуть силы. И вот в моем случае будет бутерброд с сыром и колбасой и просто с водичкой, потому что газа мало, воды мало, ничего толком мы приготовить не можем. Так что легкий перекусик с шикарнейшим видом на Черное море. Наша тропа из-под скалы ушла в какой-то сухой сказочный лес, где такие растут сказочные, корявые, такие сухие деревья. Не знаю, как вас там, друзья, на диване, но меня тропа ушатала. К этому моменту мы прошли 8 километров. И не сказать, что это как-то много, но силы почему-то иссякли. И пришлось прям упасть под этими сказочными дубами на коряжку, снять ботинки, выпасть в релакс, в общем. Неля тоже вон у нас пребывает в некоторой прострации. Я сказал прострация. Так что, друзья мои, фильм этот делается просто нечеловеческими усилиями, поэтому обязательно поставьте лайк, напишите хотя бы один комментарий, поделитесь роликом с друзьями и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Диспозиция тропы немножко поменялась, и как около буквально километра она вошла в лес, так и из него больше не выходит. Скальные вершины, нависающие над тропой, остались позади. И здесь такие более пологие склоны с дубовым лесом, мхом, лишайником.
Иду по тропе и вдруг замечаю вот такой вот правильной круглой формы воронку. Подошел вот к ней. И похоже, что это место какого-то взрыва, судя по правильной форме, ну или в любом случае рукотворного происхождения. Ландшафт в очередной раз поменялся. И из леса мы вышли на некий такой пролесок. Или зеленый луг, если хотите. Ну, когда-то был зеленый, сейчас, конечно, уже трава подзавяла, листья подожухли, но все равно идем по просеке. Такой, можно сказать. Да, это, конечно, как нельзя кстати, потому что идти по такой дороге уже значительно легче, чем скакать по горной тропе. Сил тратится намного меньше. И нам еще осталось до намеченной места ночевки пройти где-то порядка 2 километров. Там, собственно, будет затерянный мир, так называемый, смотровая площадка. Либо это урочище, либо что-то типа того. Вот туда мы планируем сегодня добраться. Ну что ж, героическими усилиями и недюжинной силы воли мы все-таки пришли на смотровую площадку «Затерянный мир». Она находится, вот я так понимаю, на тех скалах. Сейчас бросим рюкзаки и поднимемся, сходим, посмотрим налегке. А вот здесь вот на пятачке, собственно, располагается, как нам сказали, вроде военная база бывшая. Ну, по крайней мере, какие-то заброшенные домики стоят. Можно тоже будет пройтись, посмотреть, что. Ну, все. Пора ставить лагерь, через час уже будет темно. И готовить ужин. Самое клевое в походе — это вкусный ужин. Ну или хотя бы какой есть ужин, когда целый день голодаешь, устал, и набить брюхо — это еще несравнимый кайф. Да? Я представляю поджаренную колбаску, но ее нету. Да нет, колбаску-то ладно, мы сейчас вот шли, представляли, что бежал бы какой-нибудь кабанчик и прыгнул бы к нам в мангал сам, да? Или мы нашли пакет и думали, что там пицца. Кто-то оставил добрую нам теплую. Теплую, да, не надкусанную. Пиццу, не надкусанную. Мясную. Залитую сыром. Да, много-много сыра. Но нет, ничего не осталось. И будем мы хомячить пустую практически гречку. Доброе утро, дамы и господа. Сегодня, правда, утро не такое доброе, как вчера. Небо у нас захмурилось, температура упала. Ночью были заморозки, то есть около 0 градусов. И вчера, соответственно, пока мы устанавливали лагерь, мы не успели ознакомиться с затерянным миром, и сделаем это сейчас. Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Тут на территории располагаются, как я вчера говорил, какие-то заброшенные здания. Сейчас зайдем в одно из них, посмотрим, что там, и дальше посетим смотровую площадку. Сегодняшнюю стоянку мы назвали сталкерской, собственно, потому что находимся рядом с какой-то военной заброшкой. И сейчас попробуем посетить одну из них. Заходим. Пойдешь, Нель? Ну, собственно, пока стандартно. Ничего такого особенно интересного.
О, даже есть какой-то шкафчик. Что это такое? Нет, не шкафчик. Что-то заложенное. Так, идем дальше. Сейчас быстренько пробежимся по одному из домиков и вернемся дальше на маршрут, потому что вряд ли здесь есть что-то интересное при таком разбомбленном состоянии. Казарма. Может быть, казарма. О, плитка. Это явно кухня. Или что, санузел какой-то. О, да. Господа, туалеты. Судя по всему. О, ну, кстати, не знаю, вот это похоже на печку или еще на что-то такое похоже. На сауну. Печка. Печка, да. Да, похоже, вот это вот печь там, потому что видно. И, соответственно, это, похоже, была кухня. Ну, ничего здесь нет. О, армейский паёк. Видишь, вот это вот. Пустой, наверное. Пустой. А? Целый? Да. О! Не, не целый. Жаль. Жаль, что не целый. Ну и все, собственно, да, тут. Поднялись на вершину сопки, и здесь какие-то уже укреп-сооружения, похожие на гаражи. Может быть, здесь стояла ракетная техника колесная. Ну, и либо что-то наподобие того. Ну вот зашел в один из таких вот бункера-гаражей, и, соответственно, на потолке натянута маскировочная сетка зеленая армейская. 100% здесь стояла техника, и вход вот этот вот накрывался сеткой, которая сливалась с зеленой травой, и тем самым маскировался объект. С противоположной стороны сопки открывается потрясающий вид на какую-то турбазу, либо отель с вертолетной площадкой и причалом. Сопка, где находится военная база, называется гора Коки-Кая. Значит, высота ее указана на щите 558 метров, мой альтиметр на часах показывает 509. Но плюс-минус цифры сходятся. А собственно гора Коки-Кая находится на мысе Айя. И вот сейчас я стою на одном из скальных уступов мыса, и передо мной развергается просто бездна. Блин, Ребзя, вот к краю подойти вообще нереально, очень страшно. Здесь еще такая отколотая скала, часть скалы отколотая стоит. И если на нее наступить, такое ощущение, что она сразу же отойдет в сторону и упадет. Мрак. Посмотрите, внизу под скалой находится шикарный пляж с бирюзовой прозрачной водой. Абсолютно дикий. Но оказаться на этом пляже можно только подойти на лодке с морем. Привет от Урала к Крыму. Уралам, Уралам, Относительно последней господствующей высоты набрали еще метров 50-100 и вошли в зону тумана или низкой облачности. Ой, нас со всех сторон заволокла изморозь, и мы идем как ежики в тумане. и ежики. В тумане.
тумане. Как там было в я этом? лошадь. Ёжик! Ёжик! Да, вот ежик и лошадка в тумане идут на мыс. Как он там называется-то? Кушкая. Следующая высота, уже самая высокая на этом перевале получается. И дальше дорога должна пойти уже вниз. То есть будет взят перевал Ласпи, да, я так понимаю? Ласпинский перевал будет взят. Осталось где-то километр-полтора, может быть. Вынырнули из зоны леса на большую полянку зеленую, и на вершине просматривается скальная гряда. Сейчас пойдем поднимемся к ней, посмотрим, что это такое. Ну вот, вышли на скальную гряду, и здесь оказался, собственно, обрыв к морю. Единственное, что ничего не видно, все в абсолютном молоке. Здесь видимость наверху где-то, ну, метров сколько, 10 максимум. И все. Даже вот если посмотреть, вот рюкзаки наши находятся где-то как раз в метрах 10, и они уже такие в дымке. И буквально еще метров 5, и даже лес уже все утопает. Полюбоваться морем с высоты птичьего полета. Высота здесь сколько, под 600 уже метров не получится, к сожалению. Ну, нам и так везло 2 дня, так что да, погода должна была рано или поздно испортиться. Все-таки это горы, все-таки это зима, да. Не будем забывать, что сегодня какое, 16 декабря? 15, ну 15 либо 16 декабря, со счетом мы сбылись. Мы счастливые, часов не наблюдаем, идем и наслаждаемся походом. А вот и выход из затерянного мира, поскольку был вход похожий на такую же решетчатую калиточку. Вот теперь есть и выход. Официально вошли и вышли. Great Sevastopol Trail. Вот. Великая Севастопольская тропа. Ну и, собственно, это часть большой крымской тропы. У нас здесь вот, судя по картинкам, должны быть олени или косули. Так, ну что, идем? Wi-Fi. Wi-Fi. Увидев плакат на ограждении, мы поняли, что, оказывается, мы с Нелли гуляли по загону для диких животных. Косуль, кто там еще? Олень европейский и кабан. Соответственно, я косуля, а он либо Я либо олень, либо кабан. кабан. Да, без вариантов. Так что погуляли по вольеру, да, почувствовали себя дикими животными и двигаемся уже чуть-чуть в сторону цивилизации. Кстати, сегодня, не знаю, если получится, если хватит времени светового дня, я могу выйти в Форос, ну, если сложится все, и, собственно, там уже найти хостел, отмыться, отобриться, постираться, просушиться, потому что сегодня погода, конечно, очень влажная, и все напрочь сырое, все вещи. Ну, посмотрим. Пока что идем вниз. Перевал мы миновали, и дальше будет спуск. Вот, по идее, мы должны были встретить одно из этих зверьев, либо косуль, либо кабанидзе, либо оленидзе. Ну, тут еще баран вроде не квесту нарисован, не знаю, горный. Но не встретили, к сожалению. Вот. Хотя Нелли говорит, говоришь, этот кабан ночью выл там, или что он делал? Рычал, очень страшно было. Ну, вот, я забоялся и убежала спать в палатку. Тут сложно сказать. Либо это виртуальный кабан, нет, чисто Неллин, либо настоящий. Но нет. Я не слышал, я спал и не слышал. Опа! Нежданчик-то какой. Ну, он по краю вроде, да, можно пройти? Давай, заплыв. Ежик в тумане форсирует лужу. Вот жопа, блин. Но траверс над морем. Траверс над морем. Ну, короче, все. Сейчас мы будем грязные, как чушки. О! Блин, твою мать. Я сейчас промокну, я чувствую. Да что? Да все, поздняк метаться.
Все-таки утоп маленько. Спустились в низину и сразу же почва вся размягшая, глина разбухшая, лужи по колено глубиной. В общем, все прелести зимнего похода на лицо. А нам не хватало воды, мы ее несли. 5 килограмм я несла воды. Вот она, вода, черпай. Не хочу и пей, да? Нет уж, это нам не подходит. Я все-таки нашел косулю, вот она, живая, за заборчиком. Смотрите, плохо видно, вот ее морда, прям до носа дотронулся. Здоровая, кстати. Вот они, косули. Кажется, косуля. Ну что я могу сказать, увлеклись спуском и чуточку плутанули. Ушли от нужного нам направления метров 300-500 и возвращаемся назад. Это, конечно, с одной стороны плохо, отнимает силы и время, но с другой стороны мы бы тогда не увидели косуль и кабанов. Так что будем считать, что наша ошибка оказала нам добрую услугу, и мы пообщались с милыми животными. Ну, это я сейчас про косуль, кабан-то ладно, хрен с ним. Так что вот. Всегда есть плюсы, всегда есть минусы во всем. И надо везде находить позитив и не видеть негатив. Фу. Спустились мы с перевала, и в этом месте тропа пересекает трассу Керчь-Севастополь, которая идет вдоль побережья. И я решил попробовать застопить машину, чтобы доехать до Фороса. Это не хитрость. Этим самым я не проеду часть маршрута. Я просто хочу попробовать заселиться в хостел, чтобы зарядить все аккумуляторы и чтобы иметь дальше возможность снимать по маршруту. И потом я точно так же в этой же месте, где сошел с тропы, на нее и вернусь и продолжу свой путь. Пробуем. Пробуем стопить. Фух, ну вот, собственно, я в грузовичке застопил самосвал. Остановился. Как тебя зовут? Роман. Роман. Вот, огромное Роману спасибо, что подобрал. Вот. А легковушки все проезжали мимо, никто не останавливался. Вот. Собственно, со стопом туговато, по всей видимости. Но мир не без добрых людей, поэтому сейчас порядка 10 километров где-то доеду до Фороса, там переночую и вернусь на тропу. Ну что ж, добрался я до поворота на Форос с главной трассы. И хотите прикол? Несколько лет назад, когда я плыл вокруг Черного моря на байдарке, я попал в шторм как раз возле Фороса. И мне пришлось экстренно выходить на берег прямо на территорию санатория. Вот охранники были, конечно, в диком шоке. Но в итоге деваться мне было некуда. Я там собрал уже лодку и пешком стал выходить на трассу. Вот и сейчас судьба опять меня занесла в этот самый Форос. Вот уж действительно пути Господни неисповедимы. Но, может быть, тем интересней. В общем, я снова в Форосе. И сейчас попробую найти ночлег. А ночлег мне нужен только исключительно для того, чтобы зарядить все гаджеты. Между тем, туман, который нас преследовал на тропе, догнал меня и опустился с гор. И сейчас накрапывает мелкий дождик. Но зато посмотрите, как лучи солнца пробиваются сквозь тучи и падают в море. Потрясающее зрелище. Добравшись до Фороса, я обнаружил, что, во-первых, те, которые хостел указаны на карте, они не работают и давно закрыты, а обычное жилье, там частные дома, апартаменты стоят от 1000 и до бесконечности. В санаториях требуют еще справки, и заселение невозможно. Вот такие вот дела. Поэтому я сейчас, наверное, останусь за 1000 рублей. У меня просто других вариантов нет. Сейчас я уже и на тропу не вернусь. И на море здесь ночевать, здесь нет диких пляжей, здесь набережные. И
тому подобное. А мне нужно по-любому заряжать. Это последний аккумулятор уже, на который я снимаю, и он уже сейчас сядет. Поэтому без вариантов. Итак, друзья мои, я заселился в номер. И сейчас проведу короткий рум-тур. Так, это у нас, значит, прихожая, входная дверь справа. Здесь у нас небольшая кухонька, столовый стол. Тут же ванна с туалетом. Ну, естественно, бойлер, потому что на юге нету центральной горячей воды. Идем дальше. Кухня и основная комната. Ох ты, какие у нас, ребята, здесь хоромы. Двухспальная кровать, телевизор. Так. Ну, вида, конечно, на море нет. Вот оно там вот где-то. Ну, собственно, это нам и не нужно. Ну все. Комод, тумба, шкаф одежный. И кондиционер, который сейчас работает на тепло. 26 градусов хозяйка включила, ушла. Ну вот, как-то так. Все это удовольствие обошлось мне сейчас в 1000 рублей. Хотя в сезон она говорит, что сдает их вплоть до 5000. Да. Ну что, отсюда можно сделать вывод. Больше никаких крупных городов. Только в Ялте, возможно, будет хостел по адекватной цене в 500 рублей. А во всех других местах искать только частные дома для заселения. И нужны они мне где-то один раз в 4 дня просто для того, чтобы зарядить всю технику. Потому что техника будет заряжаться, 4 аккумулятора для камеры, телефон, powerbank, ноутбук. Все это заряжается, ну, часов 7-8. Поэтому просто где-то по ходу в магазине или где-то зарядить у меня никак не получится. Ну все, в душ. Так, ну что ж, после заселения у меня осталось еще пару часов светового дня. И чтобы не просиживать попросту в номере, я решил прогуляться по городскому Форосскому парку, который мне порекомендовали, и посмотреть набережную. Нелли меня покинула, продолжив путь на попутке в сторону Балаклавы. Ну, а я продолжаю свой путь по тропе 1. А сейчас идем смотреть на Форос. Кстати, Форос известен тем, что здесь некогда была дача Горбачева. Вот я уже попал на территорию Форосского парка. Собственно, парк совмещен с территорией самого санатория Форос. И здесь есть, конечно, все: лечебные корпуса, СПА-процедуры, жилые, развлекательные и так далее. Парк, судя по всему, очень большой. И есть где разгуляться. На картах Maps.me у меня обозначен райский уголок, и вот сейчас только что я прошел указатель на него, где, как говорят местные обитальцы, расположены водоемы, пруды с рыбками. Ну, что-то вот в таком духе. Сейчас пойду посмотрю и вам покажу. Ну и, конечно же, не обходится ни один русский парк или там общественное место без заброшки. Ну, в целом, конечно, есть некоторые плюсы вот у таких вот бывших советских санаториев. А именно то, что вокруг них всегда разбивался огромный ландшафтный парк с кучей деревьев, беседок, скульптур, прогулочных дорожек. Все это делалось с перепадом высот, ландшафтным дизайном. В общем, гулять по территории таких лечебных заведений было всегда здорово. Я, конечно, не много где был, но в некоторых из них удалось побывать. И, по-моему, 2 или 3 года назад, кстати, мы с сестрой ездили в Ялту, тоже зимой, на Новый год. И заселились там в санатории Орианда. Это бывшая царская усадьба. И там вот было очень здорово в плане территории. Вот чем-то напоминает санаторий Форос. На табличке возле озера указано, что вылов черепах и рыбы запрещен. Ну, пока черепах не видно, зато видно вот уточку или селезень, не знаю. Бедолажка замерзла.
в зимнем Крыму. Но, по всей видимости, не все работает в зимний период. И вот данный прудик осушили. Может быть, его осушили на ремонт еще и летом, но факт, что сейчас он не функционирует. Но, скорее всего, даже это были фонтан, судя по вот этим статуэткам. С водой здесь, кстати, видимо, есть некоторые проблемы, потому что хозяйка номера, где я поселился, сказала, что вода бывает только 2 раза в день. С утра там на несколько часов и вечером также. Хотя, конечно, под боком море и при должной инфраструктуре, опреснителях и так далее можно было вполне обеспечиться водой. Но это не у нас, это где-нибудь в Южной Корее, Гонконге, вот там. А у нас просто нет воды и все. Итак, центральную часть парка и райский уголок мы с вами осмотрели. И давайте попробуем найти спуск к морю, чтобы попасть на пляж. Вот тут как раз есть какая-то лестница мимо очередных прудиков. И по ней-то мы и пойдем с вами. Кстати, обещанных рыб-то и не видать. Везде написано, что есть рыбы, но их нет. Странно. Ловить вроде нельзя, а их все равно нет. На одной из аллей парка располагается дворец Кузнецова. Это роскошный особняк в классическом стиле, построенный чайным магнатом, собственно, Кузнецовым, где работали над своими произведениями Горький и Шаляпин. Так-то вот, друзья, прикоснулись мы с вами к истории, сами того не желая. Перед дворцом, как и полагается, располагается фонтан и идет широкая мраморная лестница к морю, потому что дворец без вида на море – это не дворец. Справа и слева от фонтана располагаются цветники, где произрастают белые и розовые розы. Чтоб я так жил. Почему я не граф, друзья? Чтобы иметь вот такой вот дворец с фонтанами. Так иногда хочется почувствовать себя графом, дворянином, чтобы иметь вот такой вот дворец с цветниками, клумбами, целым огромным парком, резными лестницами, фонтанами. Ну и, конечно же, выходом к морю и собственным пляжем. Куда без этого. Посмотрите, какая царская лестница. Идешь по ней и представляешь себя минимум графом или бароном. Спускаешься так с утречка по мраморной лестнице к морю, чтобы искупаться на личном золотом пляже. У клумбы обнаружил интересную табличку. Написано: «Осторожно, обработано ядохимикатами». Интересно, это чтобы розы лучше росли или чтобы человек, сорвавший цветок, скоропостижно загнулся и больше не имел мысли рвать цветы на палисадниках. Ну а мы между тем, друзья, вышли на набережную к морю. Картина здесь приблизительно такая же, как и в большинстве на большинстве крымских пляжей. Маленькие узкие полоски галечника, отвоеванные у бетонных набережных, и уходящие в море волнорезы. Эстетики, конечно, надо сказать, на крымских пляжах никакой. Ни эстетики, ни инфраструктуры. Ну что ж, в Фаросе вечереет, солнышко скоро зайдет. И на этом, наверное, я буду заканчивать свою прогулку по Фаросскому парку и потихоньку отправляться в магазин за пополнением продуктов. Завтра я возвращаюсь на тропу. Правда,
Не верится, что завтра будет хорошая погода. Пики абсолютно все затянуты свинцовыми облаками. А вот на море напротив светит яркое солнышко и плещутся волны. Но посмотрим. Будем надеяться, что к завтрашнему дню хотя бы немножко распогодится. Доброе утро, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня я покидаю свой гостевой дом в городе Форос и возвращаюсь на Большую Крымскую тропу. Мне предстоит за короткое время набрать высоту примерно в 600 метров. Но пока что я полон сил и бодр с утра. Посмотрим, как будет дальше. Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Я выполз из Фороса, и до трассы осталось буквально метров 200. Вот она проходит под скалками. А мне нужно забраться вот к той церкви, которая почти на самой верхотуре. Где-то должен быть горный серпантин, ведущий прям непосредственно к этой церквушке. Туда-то мне и надо. Пока я набрал где-то 100 метров высоты, 125, еще 500 с чем-то. Вот где я, конечно, погибну. Но вариантов нет. Идем, друзья, идем. Пока что до тропы поднимаюсь по автомобильной трассе. Проехало всего 2 машины. Я попробовал постопить. Они не остановились. Вообще, в Крыму автостоп хреновый очень. Потому что вчера, когда меня подвозил водитель самосвала, он тоже сказал, что когда ездит по дороге, едет в одну сторону, ребята стоят, возвращаются, все еще стоят, то есть не подбирают. Вон Форос остался далеко внизу, а я продолжаю подъем. Вот мне туда. Фух. Становится все прохладнее и прохладнее по мере подъема. Надеюсь, дождик все же не пойдет, потому что мне еще довольно долго сегодня идти. Так, ну вот спустя почти 2 часа я наконец-то осилил подъем и остановился передохнуть у церкви Вознесения Христова. Тут играет музыка, либо служба идет, не знаю. Сейчас посижу на лавочке, отдохну. И осталось мне тут совсем чуть-чуть. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Ну все, как и ожидалось, поднявшись от храма еще метров на 500, я углубился в лес на Большую Крымскую тропу. Эта ее часть называется Большая Севастопольская тропа. Ну и, собственно, продолжилось все самое интересное и сложное. Опять козья тропа, опять огромный уклон, по которому я еле-еле ползу с этими рюкзаками. И отдаю буквально все силы с каждым шагом. Это очень тяжело.
Поставь лайк за то, что по тропе иду я, а не ты. На этом участке тропы столбиков, обозначающих маршрут, уже не встречается. Зато есть маркеры на камнях, нанесенные краской. Я сейчас посмотрел на карту дальше по маршруту и, собственно, мне вот аж туда, не знаю, видно на камеру или нет, набор высоты относительно уровня моря составит 1200 метров. И это еще не предел. Дальше тропа пойдет через Айпетри, высота которой составляет почти 1,5 километра. Вот такие вот совершенно грандиозные, не побоюсь этого слова, нас с вами ждут, друзья, впереди. Ну а пока я на каждый час делаю остановку минут 10-15. Спина просто отваливается. Хотя ноги вот уже вошли в ритм. А спине по-прежнему тяжело. Сегодня взял еще больше на 2 литра воды, чем обычно, потому что родников здесь не предвидится. И вообще не знаю, хватит ли мне даже 5 литров. Скорее всего, нет. Даже не знаю. В общем, иду на свой страх и риск. Но больше я все равно не унесу, так что это предел того, что я могу переть на своей бедной спине. Только я сказал, что маршрутных столбиков не попадается, как метров через 500 на перевале он тут как тут. Гласит он нам, что дальше туристическая стоянка Узунда через 20 километров и туристическая стоянка Чертова лестница через 4,5 километра. А я нахожусь, собственно, в ландшафтном заказнике Байдарский. И вот такая вот открывается здесь панорама. Совершенно обалденная. Смотрите, как наплывают облака буквально в реальном времени. Прямо сейчас меня окутают и скроют все вершины. Вот он, туман уже подбирается. Совсем близко, прям видно, как он плывет. Ну что ж, придется снова играть в ежика в тумане. Спустился немножко с перевала и попал в облака. Видимость метров 7, не больше. Видно только тропку под ногами и все. Больше ничего. Все в молоке. Основную дорогу полностью размыло, там стоят лужи по колено, и приходится продираться сквозь дебри и кабаньи какашки на тропинке. Ну вот вроде обошел более-менее. Возвращаюсь обратно. Снова начался сказочный лес. Справа от меня невысокая такая скальный бастиончик типа заборчика, а слева обрыв с таким сухим серым лесом, который находится полностью в тумане. Очень атмосферно. Вокруг сплошное грязевое месиво, но при этом почва в лесу абсолютно под деревьями рыжая от листвы. Очень необычно. Наверное, никогда такого не видел. Вот первый раз. Настолько много листвы, но много яркие краски у нее. Именно
красный оттенок. Так, кажется, я нашел для себя неплохое место для стояночки. И хотя сейчас всего лишь 3:30 вечера, однако я вымотался по полной и спина ломит, так что сил больше терпеть нету. А тут как раз подвернулся навесик со столом и лавочкой, где можно будет с комфортом поужинать, а завтра и позавтракать. Тем более, что пол под навесом залит бетоном, и сюда просто идеально впишется палатка, которая не наберет влаги от мокрой земли. Правда, сзади метрах 100 есть пару заброшенных зданий, но это меня совсем не напрягает, так что остаюсь. После ужина туман меня так и не покинул и, по всей видимости, остается со мной ночевать. Ввиду этого на стоянке очень зябко, влажно, и я решил сегодня первый раз запалить костерчик. О, да, костер все-таки вещь клевая. Как известно, человек может смотреть на 3 вещи бесконечно: на огонь, на воду и на то, как другие работают. Вот у меня сегодня огонь. Доброе утро, друзья! Правда, сегодня утро такое же, как и вечер, очень пасмурное, туманное, и я немножко завидую вам, что вы просыпаетесь в теплой и уютной постельке. Сегодня за ночь я весь вымок от высокой влажности, и под утро много раз просыпался, потому что спать уже было некомфортно. Сейчас вещи на мне довольно влажные, поэтому быстренько завтракаю и выдвигаюсь в путь. Когда идешь, намного теплее, тем более под рюкзаком, надеюсь, я согреюсь. Совсем рядом с местом моей ночевки установлен памятный обелиск партизанам 1941-1944 год, которые, видимо, в этот период оказывали сопротивление фашистским захватчикам в этих самых лесах. Ну, а у меня пока пейзаж не меняется, продолжаются блуждания в тумане. Хорошо, есть трек на телефоне, и это значительно облегчает ориентирование, потому что при такой видимости метров 10-15 и наличию нескольких троп, ведущих по разным направлениям, довольно легко заплутать. Но пока я на правильном пути, бодр и полон сил, двигаюсь в направлении Ялты. Взял очередную высоту, но, как видите, абсолютно все в молоке, и никаких видов с этой вершины я показать и увидеть не смогу, к сожалению. Похождения ежика в тумане продолжаются. Поднялся к очередному маршрутному столбу, и облачность потихоньку начинает рассеиваться. Уже открываются склоны горы, и впереди виднеется туристическая стоянка. Я останавливаться не буду, но просто пойду мимо. К этому моменту я уже набрал 800 или 900 метров высоты. Вот. А рядом с маршрутным столбиком валяются патроны. Видимо, вовсю идет охота на кабанов. По-прежнему дымка опоясывает горы. Но вот я чуть-чуть свернул с тропы и вышел на один из утесов, где более-менее есть окошко в облачности. И вот такой вот тут обрыв за мной.
Пока что снимаю мало, потому что, во-первых, туман особо никуда не делся, а во-вторых, дорога весьма однообразная. Петляет сквозь невысокие холмики и небольшие перелески. Так что пейзаж вполне унылый. Тропинка перемежевывается между земляными и каменистыми участками. Там, где земля, иногда встречаются валунчики. Ну а в основном справа и слева от тропы расположились каменные россыпи. Блин, Ребзи, сейчас оленя видел. Реально прям пробежал в метрах 50 впереди по тропе. Только развернул фотик, успел включить, и все, он убежал. Потому что здесь вот отсюда он пробежал вот туда и скрылся за кустами. Первый раз вижу оленя в дикой природе. Лося видел даже у себя недалеко от города, а вот оленя первый раз. Ну, может быть, косуля, но с рогами, то есть здоровая, но, скорее всего, олень. Эх, жалко, что не удалось запечатлеть. Очередное скальное ущелье и отвесный обрыв на моем пути, но, к сожалению, облачность не дает нам с вами его рассмотреть. А было бы потрясающе красиво при солнышке, я думаю. Но, увы. Ну вот сейчас густая облачность немножко сползла вниз и открыла нашему с вами взору скальную гряду, куда лежит мой дальнейший путь. Очень красиво, несмотря и на пасмурную погоду. А вот там, куда сползла эта самая облачность, где-то плещется Черное море. Жаль, что мы его отсюда не видим. Наверное, была бы шикарная панорама. Потому что я сейчас нахожусь на высоте уже больше 1000 метров. Большая Крымская тропа хоть и не имеет никакой категории сложности. Это обычный трекинговый маршрут. Но когда идешь в гору с рюкзаками, через затяжной подъем силы оставляешь абсолютно все. Кемпинга, который указан на карте, осталось где-то километр 100, но сил нет абсолютно. И до заката тоже где-то порядка 1 часа. И мне во что бы то ни стало нужно дойти. А тропа идет все время вверх. Сейчас я нахожусь на точке 1100, а возле кемпинга ближайшая высота 1200. Тяжко. Но надо успеть. Сейчас 5 минут. Отдых и вперед. Алга-алга. Кемпинг, который был отмечен на карте, это не какое-то там обустроенное место, а всего лишь полянка, где можно поставить палатку. Ну, то есть, где до этого останавливались туристы, делали костровые, ставили, возможно, лавочки. Но вот здесь вот никаких удобств не оказалось, а я так надеялся. Поэтому сидеть даже не на чем. На камнях сидеть, как известно, нельзя, потому что сразу все отморозишь. Но зато есть родник со святой водой. Хотя бы что-то. Ладно, напьюсь вдоволь воды тогда. Ну что ж, попробуем на вкус водичку из родничка в память Тамары Алексеевны Антоновой. Почему ей в память поставили родник, на памятной табличке не говорится, но сказано, что она была сотрудником турклуба и посвятила свою жизнь там изучению крымской природы. А палатку поставлю на травке, тоже хотя бы не грязно.
Ну и с дровами тут, конечно, сильная проблема. Ну что ж, попробую что-нибудь изыскать и хоть как-то обогреться. Ночь будет явно очень холодной, потому что я высоко в горах, выше 1000 метров, и туман, как видите, никуда не делся. Соответственно, влажность просто бешеная, и ночью будет холодно. Вот как-то так. Ребзи, вот только посмотрите, какое солнышко вышло перед закатом. Через полчаса сядет солнце. Однако облачность чуть-чуть разошлась, и стали видны проблески солнца. И земля заиграла разными красками. Класс! Доброе утро, дамы и господа! Сегодня первая ночь за весь поход, когда я подмерз. Ночью влага, скопившаяся на палатке, схватилась морозом, и теперь палатка у меня вся покрыта инеем. Еще ночью ко мне забегал в гости кабанчик. Когда его сопение было совсем рядом с палаткой, я крикнул что-то типа «Сейчас я кому-то там похрюкаю». Он недовольно рявкнул, но предпочел удалиться. Поэтому разборок с дикой свиньей у меня, слава богу, не случилось. Но под утро я спал уже очень плохо, потому что просыпался от холода. Спальник у меня на 0, а было, судя по всему, прилично ниже 0. Сегодня я планирую дойти до Айпетри. После тропа основная пойдет наверх к Бахчисараю и к Симферополю. Но я думаю, что я спущусь, наоборот, к морю и от Ялты до Алушты пройду по побережью, чтобы разнообразить видеоряд. И, возможно, там будет теплее, да и в горах постоянно туман. Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Ну вот тебе здрасте, шел. Был просто крутой подъем, и нарисовались скальные ступеньки, откуда ни возьмись. Фу. Тут всего-то метров 5, но с тяжелыми рюкзаками это будет сейчас прям целая задача подняться. Ладно, пошли. А наверху уже настоящая зима. Весь склон в инии. И вот там вот внизу виднеется небольшое озерцо, оно уже покрылось льдом. Фу. Вот так вот. Начиналось все с летнего похода в Балаклаве и заканчивается все зимним в Ялте. Смотрите, как елки красиво покрылись инеем. Теперь иголки у них изо льда. Фу. А вокруг, собственно, зимушка, зима. Да еще и туман. Я снова иногда подхожу к ущельям, но, к сожалению, с них ничего не видно. Хотя где-то там, внизу, раскинулся город Семиис на побережье Черного моря. Но мы с вами его не видим. Даже не видно, какая там высота. Просто начинается белый туман, и все.
Но судя по альтиметру, здесь уже значительно больше километра. Километр 100 примерно, наверное. Высота над уровнем моря. Так что лезу и лезу все выше и выше. Снова тропа вернулась к скалам. Фух, эх, как жаль все-таки, что нет видимости. Такие бы шикарные пейзажи были. Потому что я, собственно, иду прям по самому-самому краю обрыва. Фух. Класс. Конечно, нервы щекочет, когда рюкзачок немножко оттягивает назад на краю пропасти тебя. Ну вот тот редкий случай, когда, подойдя к обрыву, мы с вами можем увидеть панораму моря и лежащих у подножия скал городов. В данном случае, по-моему, это Семиис. Вот там, вот уже его и закрыла дымка. Фух, гора — это сила. Кажется, зима пришла. Пошел первый снег. Надеюсь, он растает. Иначе спать мне в снегу и мерзнуть. А очень бы не хотелось. И вон, если видно, вон они. Блин, ко мне скачут. Нет, от меня убежали. Блин, сейчас только что 3 оленя попалось на горизонте. Вот в метрах 100. Не знаю, камера была включена, но было меня не видно или нет. Постояли 2 минуты, посмотрели на меня и ломанулись. А перед этим еще кабан пробежал в эту сторону. Вот это да! Вот это зоопарк прям. Я попал. Фух, жаль, что, конечно, они меня поближе к себе не подпустят. Вообще класс. Ну что, так я хотел увидеть оленей, ну или это косули в дикой природе. И вот мне посчастливилось это сделать. Класс. Поэтому, кто тоже любит дикую природу и живность, ставьте сейчас лайк, пишите комментарий, кого вы видели в дикой природе, и делитесь этим видео с друзьями. Ну и подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. А мы идем дальше. Может быть, нам еще повезет, и мы еще ближе увидим. Редко, когда на маршруте попадаются большие открытые поля. И вот это вот одно из них. Метров 200, наверное, 300 открытого участка, по которому хорошо идти. Так получилось, что саму вершину Айпетри, куда приходит вроде бы как канатная дорога с Алупки, я оставил в стороне, вот, потому что
не хотелось сделать крюк, сил мало и уже вечереет. Вот. Пришел в интересное место, где установлен памятный знак Айпетринский меридиан. Сейчас посмотрим, что здесь написано. Ну а в планах у меня уже искать стояночку, ночевать и завтра с утра спускаться в Ялту. Миновал кордон горно-ялтинского заповедника, и сказочные леса закончились, и начались сосновые, что не может не радовать. Здесь чуточку суша, а самое главное, классный запах и нет тумана. Начал спуск к Ялте, но идет снег, везде сыро. Места нормального для палатки, ночлега, к сожалению, не смог найти. Нашел вот такую полочку небольшую, где можно разместить впритык палаточку. И попробую сейчас ее здесь поставить, потому что через час уже стемнеет. И дальше двигаться смысла нету. Может быть, там вообще ничего не найду. Конечно, очень зябко, и костер я, наверное, разжечь не смогу. Абсолютно все сырое. А у меня нет ни пластика, ни бумаги, ни коры березовой, ничего. Так что в этом плане беда. Ну, попытаюсь. Если нет, тогда сразу ставлю палатку и залезаю в теплый спальник. Ну, поужинаю, конечно, сначала. И все, и греться. Главное сегодня не замерзнуть, а завтра уже будет Ялта. Попробую отогреться. Ну, как-то так. Друзья, у нас с вами очередное, хоть и доброе, но зимнее утро в Крыму. Я только что вылез из палатки и обнаружил, что вокруг меня везде снег. На улице минус. И надо быстрее завтракать и спускаться в Ялту. Ялта виднеется сквозь ветви елок. Вон она там в долине. И туда я сейчас пойду. Порядка 10 километров мне предстоит спуск. Светит яркое солнышко, но оно, к сожалению, абсолютно не греет. А вот моя палаточка. Бедная, замерзшая. И я в ней тоже. Бедный и замерзший. Иду в Ялту. Надеюсь, найду там хостел и как следует отдохну. Все обледенело и стало очень скользко. Если до этого ноги ехали по грязи, по глине, то сейчас по заледенелым камням и заледенелой почве. Фу. Ну, такое себе. Сейчас дорога должна быть все время вниз, но, как известно, спуск всегда сложнее, чем подъем. Шансов упасть на спуске гораздо больше. Места пошли по-своему симпатичные. Тропка идет в узком каньончике. Учитывая, что все еще запорошено снегом, создается такая определенная сказочная атмосфера зимней сказки. Фу, ну не знаю, как дальше будет, посмотрим. А внизу, в Ялте, снега не должно быть. Никак я, конечно, не рассчитывал попасть в зиму. Понятно, что зима, но температура по прогнозу должна была держаться в районе плюс 5. Ну, по крайней мере, в эти дни. Ну уж никак не минус. Ночевка, конечно, в таких условиях, при такой температуре с моей снарягой очень проблематичный. Палатка летняя, из теплой одежды только одна флиска. Спальник на 0 и плюс и выше. Ух ты! Как быстрый разломчик. Классный. В скалах. Ох, люкс.
Друзья, вы только посмотрите на эту удивительную красоту. За мной словно пирамиды майя. Горная гряда с огромным проломом, через которую виднеются первые домики Ялты. А дорога между тем круто уходит вниз, петляя возле скальных бастионов и проходя под огромными поваленными деревьями, словно через арки. О, сейчас мы, наверное, подойдем к этой скальной гряде, которая виднелась до этого. Ой, посмотрим ее вблизи. Ох, как красиво! Как же красиво, друзья! Так, а здесь у нас развилка. Нужно понять, нам направо или налево. Направо или налево. Не перестаю удивляться открывающимся красотам. Посмотрите только на эту стену. Не верится, что это творение природы, а не рук человека. Как будто вот эти вот слои один за одним уложили гости из Средней Азии, и выросла вот такая стена. Но нет, все это сделала природа. Вот, кстати, вблизи можно рассмотреть с другой стороны, как слоями идет горная порода. Сейчас нам, похоже, откроются шикарные виды на долину. О, кайф! Пришел мороз и прогнал туман. И это, конечно, здорово в том плане, что теперь я могу хотя бы снимать какие-то красивые виды. До этого, как вы видели, все было закрыто низкой облачностью, и по большому счету я блуждал как ежик в тумане, не имея возможности ничего толком увидеть и вам показать. Но теперь эта возможность появилась. А вот, кстати, следы. Может быть, зайчик, скорее всего, похоже. С одной стороны, хорошо, конечно, что пришел мороз и прогнал облачность. И теперь есть возможность увидеть все эти прекрасные панорамы с гор, которые до этого 2 дня были закрыты. Но, с другой стороны, все-таки холодно, и ночевки стали очень сложными. Но вы только посмотрите, какая здесь красота! Я просто стою на крыше мира совершенно в одиночестве. Горно-Ялтинский заповедник — это, конечно, очень красивое место. Всем рекомендую. Наверное, летом или весной здесь еще лучше. А главное, теплее. Вот оттуда сверху я спустился. А вот и панорама всей Ялты открылась моему взору, и вашему, соответственно, тоже. Вот если посмотреть, там видно 2 пирсика. Вот первый из них, слева от него будет как раз набережная Ялтинская. И там где-то мой зарезервированный хостел.
одним за одним стали попадаться вот такие вот спуски. Ну, просто со скальных таких уступчиков по метра 2, 3, 4 всякими корнями деревьев. И я хватаюсь всеми частями тела, когда спускаюсь. Потому что чуть-чуть наклон либо вперед, либо назад, и рюкзаки перевешивают. Снимать такие спуски не получается. Сорян. Я уже один раз навернулся на таком спуске, упал на колено. Вот, но, слава богу, он сильно не ударился. Поэтому больше не рискую и держусь всеми конечностями. Фу. Ну, как-то так. Продолжаем наш путь. Ну вот, я потихонечку и выхожу в цивилизацию. Здесь какие-то первые постройки. На карте отмечены как кордон заповедника. И начало там какой-то Боткинской, что ли, тропы. Ну, возможно, здесь отель еще располагается. Или кемпинг. Может, магазин. Ну, как-то так. И скользкие метры. И выхожу на асфальт. Нога усталого путника коснулась асфальта. Фу. Как же я устал на спуске. Колени просто ломят. Дичайше. Ну, сейчас пойдет уже асфальтовая дорога. И примерно до моего хостела 5 километров по прямой. Но дорога, конечно, идет серпантином, поэтому будет больше. Раза в 2. Но это уже, можно сказать, почти рядом. 10 по хорошей ровной дороге пройти не проблема.